Всем привет! Тема расклада. Послание от вашего мужчины. Итак, загадайте его и поехали. Также хочу напомнить, для личного расклада пишите мне на WhatsApp, либо в Инстаграме, в Директ. Так, от мужчины, с которым у вас, скорее всего, длительная пауза. Мужчина, который не проявляется в ваш адрес уже, может быть, длительное время. Итак, поехали. Что за мужчина? Мужчина здесь... Ага. Так, мужчина здесь такой незрелый, но по отношению к вам мужчина, возможно, здесь может быть либо водного знака зодиака, да, либо воздушного. Но вообще я вам скажу, конечно, здесь мужчина сильный, сексуальный, да, незрелый, но проявляет себя таким жестким по отношению к вам, да, потому что почему? Ну, вы-то женщина сильная, сексуальная, красивая, да, страстная. Скорее всего, вы с этим мужчиной, да, пребывали, ну, в любовных отношениях здесь, кто любовница, жена, пока еще не видно, да, но женщина, которая, вот знаете, что вот, умела им управлять, конечно. Ну, и еще могу сказать, конечно, мужчинка здесь такой, любитель погулять, конечно, возможно, даже выпить любит, ну, незрелый такой, но по отношению к вам очень злой, холодный, вот знаете, ваш адрес ни эмоций, ничего не проявляет, злость, вот одна злость. Итак, поехали. Вам письмо от него. Что же передает наш дорогой милый? Ну что, я убит, понимаешь? Ты сейчас от меня далеко, да? У меня, ты понимаешь, что ты сейчас, ты стала такая высокомерная. Возможно, ты меня даже не рассматриваешь, а ты знаешь, что я убит. Я убит. Ты меня убила, конечно. Вот эта наша точка с тобой, да, она меня убила. После чего для меня это, у меня такие переживания относительно тебя, вот очень эмоциональные. Я тебя и люблю, и ненавижу. Но ты от меня далеко, да, теперь ты моя мечта, ты моя звезда, я о тебе мечтаю. Конечно, ты сейчас меня не замечаешь, ты вдалеке. Но одно знает то, что все равно у меня к тебе есть чувства, они остались. Несмотря на то, что да, я убит. Так, что еще он вам передает? Я знаю, что я с тобой поступил несправедливо. Я знаю. Я знаю то, что я много с тобой манипулировал, да, я знаю. Я знаю то, что ты меня не можешь простить, поэтому ты от меня закрылась, да. Теперь ты мной тоже начинаешь манипулировать. Я знаю все, то, что, понимаешь... Я сейчас вот этим хочу, то, что я от тебя закрываюсь, да, тоже так же, как и ты. Это тоже манипуляция. Для чего? Потому что я хочу доказать, да, я не любитель проигрывать, я все равно хочу сделать так, как мне надо. Почему? Потому что я маг, я мужчина сильный, и мне не нравится, когда женщины со мной соперничают, это я мужчина первый, я властный, ты понимаешь? До тебя этого не доходит, ты от меня закрываешься. У нас с тобой есть конфликт, после чего ты мне не можешь простить. Но все равно я буду стараться добиваться того, чего мне надо. Потому что я не привык проигрывать. Что еще он хочет вам сказать? Ты знаешь, что если мужчина этот женат, то он с супругой. Если это ваш бывший супруг, да, он видит, да, то, что вы от него отстраняетесь, да, и он говорит о том, то, что я понимаю, сейчас у тебя все хорошо, в жизни налажено, возможно, даже есть мужчина у тебя, ты меня в свою жизнь не подпускаешь. Если ты моя любовница, я тебе скажу, почему я тебя не подпускаю к себе, да, потому что у меня есть основная женщина-супруга. Либо, возможно, то, что я покинул твои отношения ради другой женщины. Женщина здесь перспективная, женщина, которая в меня вкладывает, трясется, понимаете, понимаешь меня? То, что... Возможно, да, эта женщина ресурсная, у нее есть деньги, ну и как-то она более или менее стабильная. Возможно, то, что эта женщина не дает мне, понимаешь, с тобой связаться. Ну и я тебе одно могу сказать, да, ты от меня тоже закрылась, ты меня не подпускаешь к себе, понимаешь? Возможно, это ваш бывший супруг. То, что вы друг друга обоюдно здесь друг другу не подпускаете, не впускаете в свое пространство. И также и любовники, кто вы там, понимаете? Что он еще вам передает? Письмо какое? Ну, ты же понимаешь, что я победитель. Я победитель. Да, я ушел в молчанку, да, но все равно я хочу остаться этим победителем, понимаешь? И сейчас я тебе скажу то, что ты мне не даешь этой победы. И для меня это стало поражением. Мне пришлось закрыться, мне холодно, нет доверия к людям, понимаешь? Я стал вот во мне внутри, да, происходит борьба, конфликт, я с тобой соперничаю. Я все равно хочу вот конфликтовать, доказать то, что я твой мужик. Вот я единственный твой мужик, я победитель, я любитель. Все делать так, как мне нравится. Все должно быть так, как я хочу. Но ты мне этого не даешь. Почему пришлось и уходить, несмотря на то, что, да, есть конфликт у нас с тобой. Я сам с собой борюсь. Все равно не получается у меня, не получается быть в твоих глазах победителем быть. Так, что еще он вам говорит? А ты же меня любила. Ты же мне верила. Понимаешь? Теперь ты от меня закрылась, ты на меня обиделась, а ты меня очень сильно любила, прощала, да? Да и я на тебя обиделся. Почему я на тебя обиделся? Потому что ты поставила точку, закрылась. Но знай, я за тобой слежу.
да, и ты понимаешь, да, что мне не хватает все равно твоего тепла, любви, ласки, потому что ты для меня женщина все равно, женщина моя, ты моя любовь, ты мое все, ты вселенная моя, но, возможно, вы друг друга здесь заблокировали, да, он говорит, я на тебя обижен, потому что ты не бегаешь за мной, ты от меня отстранилась, закрылась, и все, и пребываешь в своем мире, а меня эта позиция вообще сбила с ног, и пришлось обидеться. Что еще он вам передает, ваш мужчина? Ну, какая ты самодостаточная, ты знаешь, как меня раздражает. Ты знаешь, вот я вот мечтаю, вот у меня вот, я тебе правда мечтаю, да, и мои мечты, они не сбываются, они не реализуются. Я вот вижу то, что ты одна, у тебя все есть, ты счастливая, и как ты можешь быть без меня счастливой? Меня эта ситуация очень сильно раздражает, вот прям хочется к тебе приехать и высказать вот всю вот эту вот злость за то время, пока мы с тобой не вместе, вот хочется выплеснуть. Почему? Потому что меня бесит то, что ты во мне не нуждаешься. Посмотри, кто я и какая ты. Ты самодостаточная, у тебя есть все. А я, посмотри, с чем я. Вот они, моя злость, ненависть к тебе и мои иллюзии, мои фантазии, мои мечты по отношению к тебе. Ты знаешь, что я о тебе мечтаю все равно. Я мечтаю теперь о такой, как ты. Я тебя стала уважать. Но меня бесит это. Бесит то, что ты никак не проявляешься. Что еще он хочет вам передать? Ну, возможно, мы с тобой вместе либо работали, либо проживали, да, вместе. Ты же женщина вообще яркая, да. Я смотрю, у тебя там дома все хорошо, да. Но по отношению ко мне, да, если мы с тобой да, проживали, да, ну, было болото какое-то. Возможно, то, что меня заинтересовала другая женщина, более такая сексуальная, такая притягательная. Либо ты сейчас такой стала. Понимаешь, у тебя есть дом, все ровно, спокойно, ты занимаешься своими делами, развиваешься. И ты стала очень сексуальная. Очень. Ты стала спокойной. У тебя жизнь такая размеренная. Все отлично у тебя. Дом. Возможно, ты замужем, да? У тебя свой дом. Так, что еще он хочет вам передать? Ну что, я за тобой слежу, ты не переживай, мне доносят. А ты знаешь что, я не знаю, на какой кобыле к тебе подъехать. Вот как? Как можно тебе, знаешь, признаться в любви, вот как заявить о себе? Вот я собираю тебе информацию, что у тебя там в жизни происходит. Ты не думай, что я о тебе забыл. Нет, у меня к тебе есть чувства. А я хочу как-то появиться в твоей жизни, проявить себя, подарить свой кубок любви тебе. Понимаешь? Ну, не знаю, я человек двойственный. И я все перебираю. Либо так поступить, либо сяк поступить. Понимаешь? Еще что передает он вам? Ну, помириться хочу я. Помириться. Ты знаешь, меня эта пауза длительная уже достала. И, во-первых, я тебя люблю. Имей в виду. Но меня эта длительная пауза, она меня до такой степени достала, что вот я хочу взять и приехать к тебе. И помириться. Поговорить с тобой. Предложить, может быть, тебе что-то. А что ты хочешь от этой женщины? Ну, ты знаешь как? Я, конечно, хочу восстановить наши отношения, да? Я жалею о том, что я ушел. Может, на мне есть магия, понимаешь? Мне мозги запудрили. Возможно, мне мои родственники, моя семья запудрила мозги. Понимаешь, они на меня подействовали. Ну, если ты моя семья, да, если этот мужчина с вами проживал, да, он говорит о том, что он боится этого возврата. Хотя вернуться хочет, понимаете? Но он, даже если вы были любовниками, он все равно, он говорит, я все равно тебя считаю как за родного человека. Понимаешь? Но вот по отношению к тебе, да, у меня очень много страхов. Страхов очень много. Я тебя много обманывал, много не договаривал. Что еще скажет он вам? Понимаешь, я тебе скажу, да, то, что я здесь сделал выбор. При этом я тебя убил. Я знаю, что ты обо мне что-то узнала. Возможно, ты узнала о другой женщине, да, и поставила на этом точку. Все, ты вышла из этих отношений. А ты знаешь, я знаю, что ты перенесла маленькую смерть. Что это болезненное для тебя, болезненное было это решение, да, для тебя. Ты сделала свой выбор. Ну и я тем самым выбрал другую женщину. Ну и скажи теперь, как тебе живется без этой женщины? Ну а что теперь? Все, я стал бичом. У меня с деньгами проблемы. Но зато я мужик, понимаешь? Но теперь что? Я стал холодным по отношению к тебе. Я никак к тебе не проявляюсь. Ну что, я мучаюсь. И я тебя во сне вижу, ты мне снишься, ты меня не отпускаешь, и я тебя не отпустил. Без тебя что, у меня финансы пошли. Я себя ощущаю теперь духовно нищим, и меня вот преследует теперь мучение по отношению к тебе. Понимаешь? А почему все это так? Из-за того, что я мужчина, я себя считаю мужиком. Понимаешь? А на самом-то деле, вот у меня-то дела плохи. И меня раздражает, что у тебя все прекрасно, а у меня все плохо без тебя. Даже я куда-то ушел, понимаешь, сейчас у меня там идут потери, переживания. Но
Я все равно я вынужден держать лицо и быть менее эмоциональным. А на самом деле у меня в душе одни переживания. Я очень переживаю этот разрыв. Возможно, то, что я сделал, выбор неправильный. Мне нужно было просто... знаешь, тогда, когда я принимал это решение, я был уверен в том, что там меня ждет что-то лучшее. А как оказалось, на самом деле, что я ошибся с выбором. Поэтому я хочу вернуться, попытать еще какой-то шанс, да. Ну-ка, сейчас посмотрим, что он еще скажет вам. Ну, ты же моя главная женщина, ты императрица, ты яркая, понимаешь? Мне с тобой легко. Я все равно, я хочу попробовать начать все сначала. Попробовать. Ты что, ты же моя женщина, ты моя любимая, ты моя главная женщина. Но ты женщина сейчас, которая пошла, наверное, уже строишь свою жизнь. Понимаешь, ты мне тоже так же не уступаешь. Почему ты стала уважать себя, эгоистичная стала по отношению? Ты меня не воспринимаешь никак, я для тебя как дурачок. Понимаешь? Но все равно я буду пытаться, я хочу начать попробовать наши отношения с нуля. Знай об этом. И лучше тебя я не нашел. Всех благодарю, кто побывал на раскладе. Что я хочу еще добавить, да? За личным раскладом пишите мне на WhatsApp, либо в Instagram в Директ, да? Всем хочу пожелать добра, мира, гармонии, взаимной любви. До скорой встречи.